Где провела свои последние годы жизни мать Иисуса Дева Мария? Где расположены церкви Апокалипсиса и престол Сатаны? Едем смотреть. Колеся по следам Александра Македонского по Турции, мы неоднократно натыкались на христианские святыни. Пусть они не всегда были в хорошем состоянии, но с учетом того, что в мусульманской стране сохранились величайшие ценности другой религии, это было удивительно. Предлагаю проехаться по наиболее известным местам. Собор Святой Софии в Стамбуле остается одной из самых известных достопримечательностей мира. Более 1000 лет он оставался самым большим храмом в христианском мире. Именно под его сводами в 1054 году началось официальное разделение православия и католицизма. Сегодня его официальное название – Большая мечеть Айя София. Многие христианские изображения внутри здания сейчас закрыты, но нам повезло увидеть настоящую красу собора еще до обращения ее в мечеть. На стенах храма мы видели и изображения Иисуса Христа и Богоматери, множественные мозаики и цитаты из Корана на 4 больших щитах овальной формы. Кстати, надписи типа «Тут был Петя» тоже присутствуют, только с варяжскими и славянскими именами. Явно гвардия императора от скуки резвилась. Рядом с собором турки пристроили усыпальницы, где хоронили своих султанов и членов их семей. В любом случае, отличный пример, как уживаются вместе две разные религии, которые при внимательном рассмотрении имеют и много общего. А мы едем в город Никея, который, пожалуй, занимает прочное второе место после Стамбула по количеству православных святынь. Тут состоялись несколько значимых вселенских соборов, которые установили каноны веры. Первый Вселенский собор император Константин провел в своем дворце. Он не сохранился, уйдя после частых землетрясений под воду озера Изник. Но в любом случае, именно отсюда православие начало подниматься на невиданный доселе всеимперский государственный уровень. Зато отлично сохранился древний храм Святой Софии, где проходил Седьмой Вселенский собор. Именно на нем было принято решение вернуть христианству иконы, фрески с изображением святых, и была закрыта такая страница в истории христианства, как иконоборчество. На этих местах сидели христианские иерархи во главе с императором. Император сидел непосредственно в центре, и они решали очень многие вопросы самого христианства, в том числе празднования пасхальные и другие. До сих пор тут можно видеть старинные фрески того периода, которые украшают купол и стены храма. На полу мозаика церкви времен того самого Вселенского собора. Сегодня тут одновременно функционирует музей и мечеть. Место для моления мусульман огорожено, и здесь действуют правила мечети, то есть снять обувь, женщинам покрыть голову и так далее. По остальной территории можно передвигаться как по обыкновенному музею. Сохранилась и городская крепостная стена Никеи или Изника, как город сейчас называют в Турции. Общая длина стен около 5 километров. Воздвигнуты они были еще при древних греках и увеличены во времена римлян и Византии. Конечно же, вы прекрасно знаете это место. Памуккале – всемирно известный туристический центр Турции. Его название переводится с турецкого как «хлопковый замок» или «крепость». Его горячие источники и уникальные кальциевые отложения включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как и развалины древнего города Иераполис. А еще вы в курсе, что тут расположен бассейн египетской царицы Клеопатры. Он появился после очередного землетрясения, когда мраморные колонны падали в образованный природой водоем. Сейчас тут не протолкнуться. А вот в самом Иераполисе экскурсии гуляют нечасто. А посмотреть тут есть что. Это был не только город. Поскольку лечиться на местных источниках сюда приезжали со всех концов Римской империи,
а целебные воды, увы, помогали далеко не всем, то рядом с курортом вырос огромный некрополь, который растянулся аж на 2 километра. Саркофаги, склепы, мавзолеи, курганы – всего несколько тысяч захоронений. И среди них остатки церкви одного из подвижников Христа, святого апостола Филиппа. Он прибыл сюда и долгое время проповедовал. Как рассказывается в житии апостола, город был переполнен идолами, которым поклонялись все его жители. Святой старался переломить ситуацию, но его схватили и распяли головой вниз, закидав потом камнями. После смерти Филиппа земля разверзлась и поглотила его мучителей. Возведенная на месте казни церковь надолго стала одним из важных христианских мест в Малой Азии. Едем дальше. Нас ждут церкви Апокалипсиса. Город Эфес – один из крупнейших городов Малой Азии до нашей эры. Знаменит не только расположением здесь одного из 7 чудес света – храма Артемиды. О нем мы расскажем в другом видео. А пока речь пойдет о расположенной тут одной из 7 церквей Апокалипсиса. Она упоминается в Библии в Откровении Иоанна Богослова. Тот упрекает ее за лжеапостолов и николаитов, которые практиковали ритуальную проституцию в храмах. Апостол Иоанн, ученик Иисуса, провел в Эфесе последние годы своей жизни и тут написал свое Евангелие. Благодаря ему Эфес стал одним из центров распространения христианства в Малой Азии. Жил и проповедовал апостол в старенькой базилике, в которой его и похоронили. Кстати, он был единственным из учеников Христа, умерших собственной смертью, прожив 100 лет. Эта базилика быстро стала местом паломничества. По указу византийского императора Юстиниана I ее отстроили заново в двухэтажное здание с 11 куполами и 110 метров длиной. В 431 году здесь проходил Третий Вселенский собор, утвердивший почитание Пресвятой Богородицы. Вот так выглядел Эфес в те годы. Между прочим, он был первоначально выстроен на берегу моря, но очень быстро оказался в 6 километрах от него из-за речных наносов. Помимо Иоанна, в Эфесе 3 года проповедовал апостол Павел, о чем также упоминается в Библии. И тут же также жила и была похоронена мать Иисуса, Мария. Как известно, после распятия Иисуса Мария покинула Иудею. Апостол Иоанн взял ее к себе на содержание, как и завещал Иисус. И здесь, на горе неподалеку от Эфеса, она тайно поселилась, о чем знал только сам Иоанн. Именно сюда мы и направились после Эфеса. Ее каменный домик был надежно сокрыт в горах. Сейчас в нем расположена небольшая часовня. Внутри сохраняются остатки алтаря и небольшие религиозные изображения. В стенах паломники оставляют записки с просьбами к Деве Марии и зажигают свечи. Рядом источник. Вода в нем считается священной. Легенда гласит, что вода из этого источника обладает целебными свойствами и помогает исцелять физические недуги и душевные потрясения. Как только мы спустились с горы после посещения домика Девы Марии, резко потемнело и начался такой мощный и крупный град, что из-за невозможности ехать напрочь встало все движение на автобане. В тот момент подумалось, не было ли это связано с тем, что мы вознамерились посетить еще одно место, упомянутое в Откровениях Иоанна Богослова – престол сатаны. Мы едем в Пергам, город еще одной из 7 церквей Апокалипсиса, где расположен престол сатаны. В истории был период, когда первые христиане подвергались сильным гонениям со стороны Римской империи, в которой процветал культ обожествления римского императора. За свой принцип «не сотвори себе кумира» христиане подвергались санкциям вплоть до смертной казни. Особенно преуспели в гонениях на христиан в Пергаме. Тут возвели алтарь Зевса, и есть сведения, что нередко, помимо обычных ежедневных жертвоприношений, здесь тайно устраивали и человеческие. Вот так он выглядел, и площадь перед ним всегда была залита кровью. Почему этот храм назвали престолом сатаны, какое отношение к этому имеет Зевс и куда девался сам алтарь, мы расскажем подробнее в следующей серии. Будет интересно, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить, а заодно и лайкнуть можете. И, конечно же, желаем вам красочных впечатлений.